Дорогие друзья, приглашаю вас связать вот такой очень простой и в то же время нежный, красивый цветочек. Вы не только сможете выполнить вот такую красоту, но еще и на моем уроке познакомитесь с новыми, может уже знакомыми, а может и незнакомыми приемами провязывания бисера и бусин. Присоединяйтесь, обязательно ставьте лайки, пишите в комментариях, что у вас получилось. Для работы нам потребуется крючки двух номеров, единичка и двойка. Двоечкой я вяжу, единичкой я буду протягивать рабочую нить через бусинку, потому что у меня в бусинке небольшая дырочка. 6 бусинок и бисер нанизаны на рабочую нить предварительно перед работой. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров в 50 граммах. Приступим к работе. Начинаем выполнение нашего цветочка с воздушной петелечки. Обратите внимание, я начинаю работу крючком номер 1, потому что я сразу буду ввязывать бусинки. И подтягиваем аккуратненько. Нам это еще петля понадобится. Далее я вытягиваю рабочую петлю и беру бусину. Ввожу крючок в бусину, захватываю петлю и протягиваю через бусину. Далее я провязываю таким образом. Аккуратненько, не затягивайте. И я ввязала нашу бусинку. Далее опять вытягиваю рабочую петлю, беру следующую бусинку и протягиваю. И выполняю воздушную. Провязываю. Так я буду ввязывать все 6 бусинок. Очень просто. Напоминаю, крючком номер 1. У вас может быть другой крючок. Я ввязала все 6 бусинок. И далее, смотрите, я меняю крючок номер 1 на крючок. В моем случае это номер 2. Вы будете подбирать крючок под свою плотность и пряжу. И теперь я замыкаю в кольцо мои воздушные петли с бусинками. Я ввожу крючок, вот самую первую, помните, петелечку, которую я сказала, подтягиваем, но не затягиваем. Немножечко она у меня затянулась. Вот таким образом. Не спешите, делайте все аккуратненько, внимательно. Тогда у вас все хорошо и красиво получится. И смотрите, выполняю соединительную, подтягиваю. Подтянули. И далее что я делаю? Смотрите, я под эту же, вот под, ну скажем так, вот, да, под эту соединительную выполняю столбик без накида. То есть в расстоянии между бусинками. Вот таким образом. Далее, смотрите, я ищу, вот моя нить, которая осталась от провязывания воздушной петли. И теперь я буду вязать полустолбики и столбики с накидом, с бусинками, точнее с бисером. Бисер я подтягиваю. Мне теперь нужен бисер, и я его подтягиваю. И теперь мы с вами будем выполнять наши лепесточки. Как я и говорила, бисеринку подтягиваем. Выполняем накид на крючок вместе с бисеринкой. И вот под нить, как мы и договорились, я выполняю полустолбик. Выполнили. Далее я выполняю еще один столбик с накидом.
Вот таким образом. Столбик с накидом провязываю. Далее я опять же выполняю столбик с накидом с бисером. И теперь над этим столбиком очень внимательно я остановлюсь, и мы с вами выполним из 10 бусин, ну, скажем так, такую большую петлю красивую, которая послужит основой для нашего лепесточка. Что мы делаем? Мы подтягиваем наш бисер. И сейчас очень важно нам отсчитать бисеринки, 10 штучек. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Проверяем себя. Вы можете взять любое количество, но число бусинок у вас должно быть четное, потому что вы потом будете их делить пополам. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все верно. Далее смотрите, я выполняю вот такой прием. Я вытягиваю петлю, захватываю бисер с нитью. Видите, да? Можете крючком это делать, можете руками, как вам удобно. Я делаю это руками, чтобы просто вам видно было. Подтягиваю петлю и дальше подтягиваю, видите, бисер. Видите, какая у меня петля получилась? Очень красиво и в то же время очень просто. Далее смотрите, что я делаю. Я ввожу крючок в вершинку столбика вот таким образом. То есть ввожу так, как будто мы пико с вами делаем. И формирую рабочую петлю. И продолжаю работу. Дальше у меня под эту же нить будет провязано еще столбик с накидом и полустолбик. Продолжаем вязать наш лепесточек. Даже видите, да, если нить эта вытянулась, ничего страшного, она потом встанет на свое место. Столбик с накидом у нас с вами. И остается полустолбик. Не спешите. Аккуратненько выполнили полустолбик. И провязываю столбик без накида. Подтягиваю аккуратненько. Останавливаюсь. И мы смотрим на наш лепесточек. Вот такой красивый и в то же время простой лепесточек мы с вами связали. Я начну выполнение второго лепестка. Далее вы продолжите самостоятельно. Что я делаю? Я подтягиваю бисериночку. Помним, да? И выполняю полустолбик. Первый идет полустолбик, нить от нашей бусины и полустолбик готов. Далее вы продолжаете выполнение самостоятельно, и таких лепесточков у нас должно получиться 6. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы связали все 6 лепесточков, и теперь, как я и обещала, завершаем выполнение нашего ряда. Очень просто. Я ввожу крючок, наш столбик без накида, выполненный в начале, и я ввожу крючок в его вершинку и выполняю соединительную. Ничего сложного, просто подтягиваю мою соединительную, и мой ряд завершен. Далее я выполняю воздушную петлю. Это у меня начало следующего ряда. Ввожу крючок в вершинку этого же столбика без накида и выполняю столбик без накида.
Далее я буду вязать арочку из 7 воздушных петель и считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Выполнили. Далее смотрите, я беру наши бусины, бисер и отсчитываю. 1, 2, 3, 4, 5. Видите? И я вижу прямо серединку. Ввожу крючок и провязываю столбик без накида. Все очень-очень просто. И подтягиваю. Далее арочка из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И ищу мой столбик без накида, который я провязывала между бусинками. Ввожу его в его вершинку крючок, столбик без накида. Далее опять арочка из 7 воздушных и так далее. Так я буду выполнять до конца моего ряда. То есть вяжу все 6 лепесточков. Завершу выполнение ряда и начну новый я вместе с вами. Я выполнила все 6 лепесточков. Видите, сделала последнюю арочку и завершаю выполнение нашего ряда. Я ввожу крючок в вершинку столбика без накида, который был выполнен у меня в начале ряда, и выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. Пока у меня еще вот такой смешной цветочек получился. И я приступаю к выполнению следующего ряда. Для этого я выполняю столбик без накида. Очень внимательно смотрите, все я буду вязать под арочку. Под арочку из 7 воздушных петель. Выполняю столбик без накида. Далее под эту же арочку я выполняю 3 полустолбика и считаем. 1, 2, 3 столбика с накидом. Считаем. 1, 2 и 3. 3 столбика с 2 накидами. Столбики немножечко вот так подтягиваем по арочке. 2 накида и провязываем 3 столбика с 2 накидами. Считаем. 1, 2 и 3. Выполнили. Далее мы завершаем выполнение нашей половинки нашего лепесточка. Я выполняю 1 столбик с накидом, 1 полустолбик и под эту же арочку столбик без накида. Моя половинка лепестка готова. Вторую половиночку нашего лепесточка я буду выполнять точно так же. Давайте я начну выполнение. Смотрите, под арку я начинаю столбик без накида, полустолбик, столбик с накидом и далее по 3. 3 столбика с 2 накидами. Все как на противоположной стороне. Далее второй столбик. И третий. Далее 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. И
3 полустолбика. Раз. Два. И 3. Выполнили. Далее под эту же арочку нам остается выполнить столбик без накида. Связали. Наш с вами первый лепесток готов. После выполнения вы обязательно поправляете столбики. И вот такой красивый и нежный лепесточек у нас с вами получился. После того, как я связала все 6 лепесточков моего цветка, я завершаю выполнение ряда кругового. Для этого я ввожу крючок в вершинку столбика без накида и выполняю соединительную. Ниточку можно обрезать, и мой цветочек готов. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать очень простой и в то же время нежный красивый цветочек. Также узнали или выучили, или познакомились с новыми приемами вязания с бисером и бусинами. Приглашаю вас на мой канал, приглашаю связать вот такой нежный красивый цветочек. Обязательно делитесь в комментариях, что у вас получилось. Я переверну, мы посмотрим другую сторону изнаночную нашего цветочка. Очень нежно, просто, всего лишь несколько рядов, и такая красота у нас с вами получается. Присоединяйтесь. Не забывайте, конечно же, ставить лайки и вязать цветочек вместе со мной. Творческих вам успехов и спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч!